Всем привет, ребят, с вами снова Энтропия Продакшн. Извиняйте за то, что я долго не выпускал видеоролики. Ну, на то есть определенные причины, которые я вам, понятное дело, не расскажу, потому что я сволочь. Так вот, ребят, я тут, короче, полностью решил переделать свои видосы, сделать немножечко их интересней, информативней, для того, чтобы вы понимали вообще, как все происходит, как я там убиваю и разваливаю там в соло тех-то типов или тех, почему я играю там в команде, к примеру, более агрессивно, то есть даже не парюсь особо, потому что я уже к этому привык. И все-таки решил сделать такую рубрику, как стратегия войны, по сути. Как я разваливаю это все дело. Я, конечно, очень много тыкаюсь, мыкаюсь, но сейчас пытаюсь собрать свои мысли воедино, чтобы правильно прокомментировать этот бой. И также я не буду показывать весь бой там типа и все остальное. То есть мои видеоролики будут носить более информативный характер, чем просто посмотреть, как я бегаю, лутаюсь и так далее. То есть страдаю по сути фигней. В этой игре, если вы убиваете там двух челиков, все, на этом по сути уже как бы игра заканчивается. Потому что сколько там, 4 команды или 5 команд на карту. Ну, по крайней мере, 6-8 человек, да, вот на карте должно по сути быть. И четверых убить, ну, очень тяжело. То есть, потому что первые там убивают вторых, или они спавнятся бомжами и так далее. Вот поэтому я решил вот сделать именно вот такую вот рубрику, чтобы вы меня четко и ясно понимали. Э, Ну что же, начнем. В данном моменте, ребят, мы просто банально не нашли никого на пустынке, короче, решили зайти в подземку. Здесь мы услышали типов, и я услышал, как закрывается дверь. Я посмотрел, прочекал быстренько вправо и забегаю, и сразу же вижу вот этого типа. Ну, ясен пень, что Google остается сзади для того, чтобы его проконтрить. И я тупо забегаю, чтобы его развалить. Вот тут вот, конечно, получилось как. Я понимаю, что я ему дал хед и грудь, правильно? Правильно. Значит, я по сути его должен запушить. Но он с СМГой, он меня может в тупую развалить. Поэтому я говорю Гуглу, чтобы он выбегал и добивал его. То есть он у меня стоял всегда сзади меня для того, чтобы в случае чего меня поднять или прикрытие сзади. То есть тиммейт должен играть именно вот такую вот роль. Один пушер, другой помощник-защитник. Ну, или просто чекает территорию. Вот здесь просто их красиво развалили из-за того, что один пушит, второй прикрывает. Все четко. Ну что ж, перейдем ко второму моменту. В этом моменте, ребята, мы уже услышали наверху какую-то стрельбу и решили проверить, что вообще здесь происходит. То есть, по сути, для того, чтобы забрать вторую команду, которая перестреливалась какой-то еще командой. Ну и мы думаем, где они могут быть? Или наверху, или в ангарах, правильно? Ну, там вот, в том домике дальнем. Ну, аккуратненько все прочекиваем, не тупо не лезем на рожон. Смотрите, Google постоянно держится немножечко сзади, для того, чтобы в случае чего меня прикрыть. Это разборка сейчас именно одного боя. И вот тут вот я слышу, как чел пробегает по этой стороне, и я его тупо жду. Для чего жду? Да для того, чтобы он меня первым не снял. Хотя по факту он меня на самом деле видел. Это читак. Ну, как читак сказать. Валхак у него как минимум. Смотрите, вот здесь это попытался снять по-быстренькому второго, но не получилось. Почему? Да потому что он тупо успел убежать на лайтах. Потом, я думаю, что он за контейнером, и для того, чтобы перебежать и закружить его, я просто кидаю миазму, для того, чтобы он спугнулся, спустился чутка вниз. Я вот спокойненько перебежал и начинаю аккуратно его чекать, пока что Google его обходит по дуге. То есть пытаемся его максимально красивенько зажать. Тут я говорю Google push. Он за контейнером? Он потихонечку проходит, там опрокидывает гранатки. Я понимаю, что чел где-то здесь, и вот выбегаю в тупую, хочу его забрать, но я его слышу слева, а значит он за этой бодягой. Все, два типчика минус. Очень красивый и комфортный бой. Игра в тиме подразумевает именно вот такую разыгровку. То есть вы должны постоянно прикрывать друг друга. То есть вы должны определиться между собой. Один пушит, второй постоянно прикрывает и чекает территорию. То есть это вообще обязательно, ребят. Это принцип игры вообще в тиме.
Не надо там бегать вперед, назад. Нужно постоянно следить за своим товарищем по команде и в случае чего его прикрывать. То есть, если нокнули вашего товарища, вы его спокойненько поднимаете. Ну или не поднимаете, а просто прикрываете его, пока он там отползает из одной точки, из точки А в точку Б там. Может быть, у вашего тиммейта еще может быть аптечка первой помощи, он там все спокойненько отползет. Пока что вы что делаете? Вы его зоните для того, чтобы его не добили. Правильно? Правильно. Все, тиммейт ваш отполз и спокойненько на аптечке выехал. Ребят, если вам понравилась такая тематика моих видосов, именно вот с разбором как и что, почему, зачем, то будем пилить именно их. Я надеюсь, эта рубрика зайдет, потому что она мне максимально интересна. Это намного лучше, чем просто как идиот смотреть одну и ту же фигню. То есть чисто боевка, боевка сессионная, боевка, ну, она максимально приедается. А вот так вот, когда я буду просто комментировать свои действия против тиммейтов, то есть я буду там из одного, из двух видосов, из трех видосов делать просто банально вот такие вот красивые убийства там или в тиме, или соло против дуо, или соло против трио. Конечно, против трио я там выигрываю 1 из 10 боев, так что смысла мне туда ходить никакого нету. Я еще не настолько скилловый игрок, я скорее всего игрок среднего качества. Так вот, по сути мысль я свою закончил. Если вам это все дело зайдет, будем тогда пилить именно такие видосы, потому что они максимально интересны. Ребят, всем спасибо и до встречи в следующем видосе.